Of course, на связи Влади Корс. Ну что, сегодня снимаем выпуск, который построен был на опросе в моем телеграм-канале, основанный на том, как здесь устроиться иммигрантам на работу, либо туристам, либо кто здесь вообще приехал на постоянку, как получить ПМЖ, ВНЖ, как вообще в целом получить здесь разрешение на работу, какая нужна для этого документация, лицензия, ID, НЛЕ, что такое и так далее. Не забывайте подписываться на канал, ставить кнопку на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, а также писать комментарий. Подписываться на мой телеграм, а также на мой инстаграм. Ребята, там тоже будут сейчас публиковаться разные шорты с ютуба, а также разного рода информация, поэтому не пропускайте, подписывайтесь. Кстати, интервью будет проходить с тем же человеком, с которым я проводил двойное интервью, Антонио Сантос. Всем приятного просмотра. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Берито Антонио Санчес Роблес. Антонио Сантос, очень приятно. Меня зовут Владислав. Мы с вами уже проводили, я помню, двойное интервью. Напомните еще раз нашим подписчикам, сколько вы живете в Мехико? Долго живу в Мехико, потому что я сам мексиканец. Скажем, у меня сейчас 65 лет. Конечно, я жил в других странах. Примерно 40 лет жил за границу. А теперь живу в Мехико опять. Значит, получается, я жил в Мехико более 25 лет. Достаточно давно вы живете, да. А где вы вообще родились? В самой Мексике. Я родился тут, в городе Мехико. Понял. Очень приятно, Антонио. Смотрите, Антонио Сантос, у нас с вами будет интервью, посвящено сегодня трудоустройству туристов, иммигрантов или кто просто сюда приехал в Мехико-Сити именно жить из русских людей. Как здесь люди легализовываются, как они здесь должны документы получить, что такое ID, НЛЕ карточка, ну, разобрать, как получить, возможно, ВНЖ, ПНЖ, отчасти косвенно этот вопрос. Также обсудим с вами, как здесь вообще относятся к русским в плане работы, обманут ли русских, не обманут ли русских. В целом эти вопросы обсудим с вами. Также сколько потребуется денежных средств на пакет документов потратить и так далее. Давайте с вами начнем с первого вопроса. Расскажите, реально ли устроиться на работу иммигрантам или туристам, кто здесь долго проживает? Я считаю, что это легко устроиться на работу в Мехико. Дело в том, что сейчас страна развивается хорошо, потому что у нас есть правительство, которое сберегает много, набирает отлично налоги. И таким образом в Мексике есть строение, большие проекты, поезда, еще промышленные города, еще технологические устройства. То есть много работы для инженеров, для физиков, даже для строительных рабочих тоже есть много работы. Хотел спросить, вот вы говорите для инженеров, для строителей, а подскажите именно, вот если рассматривать работу мигрантов, туристов, например, да, именно, которые сюда только-только приехали, где-то они могут работать вообще без документов, вот, не основываясь на этом, то есть, так скажем, в черную, в кавычках, расскажите. Это можно, но это зависит от судьбы, потому что визу подается на 30 дней. Если на этих 30 дней есть возможность попасть на службе, например, в готель, или, например, в ресторан, там можно работать 5 дней, 10 дней. Конечно, и зарабатывать неплохо. В ресторанной сфере. Неплохо. В ресторанной сфере, где официантом, например, работать? Как официант, да. Испанский язык нужно знать или нет при этом? Обязательно. А если человек знает английский, возможно устроиться? Только со знанием английского языка, без испанского. Но тут мало говорящих на английском языке. Хотя и студенты изучают долго английский язык, но большинство народа противоставляет Америку. Не хотят говорить на английском языке. Поэтому трудно найти людей, которые говорят хорошо на английском языке. Потому что у нас с американцев много проблем. И народ сопротивляется. Еще тут говорят больше 60 языков. Как заниматься английском языке, если есть другие возможности развивать языки? Понял вас, Антонио. Тогда давайте с вами перейдем к следующему вопросу. Подскажите, какой пакет документов нужен для легализации в Мексике, а также для трудоустройства на официальную работу? Ну, в частности, мы рассмотрим Мехико-Сити, город, где мы сейчас находимся. Какие вообще пакет документов нужен? Сложно ли его получить, так скажем, по времени, сколько это все занимает? Потому что я слышал, в Мехико-Сити, в принципе, в Мексике все это не как в России, все это длительно тянется. То есть здесь не так, как в России, быстро. Здесь именно долгий процесс, я так понимаю, с документами тоже. Расскажите. Чтобы трудиться в Мексике, есть два важнейшие
документы. Один выдается Министерству внутренних дел, а другой выдается Министерство иностранных отношений. Это есть виза, рабочая виза. Но Министерство внутренних дел подает документ, который называется разрешение для посещения Мексики. То есть это разрешение есть документ, который внутренние авторитеты выпускают только если выполняются требования от внутреннего министерства. Антоний Садис, вы говорите сейчас, речь идет про электронное разрешение, правильно понимаю? Да, То есть, правильно. которое, например, я, соответственно, получил. Там ставят, да, важный момент, там ставят определенное количество дней в зависимости от вашего пребывания. Могут поставить 10 дней, могут поставить 30 дней. Мне лично визу поставили 180 дней. То есть это зависит от того, во-первых, в какое время у вас куплен обратный билет. У меня, например, обратный билет был куплен через 30 дней, как я в Мехико заехал. Соответственно, мне поставили на 180 дней. То есть это зависит индивидуально. Офицер смотрит и сверяет и ставит вам штамп, на сколько вы дней можете пребывать по этому электронному разрешению. Хорошо. Смотрите, вот по поводу документов хотел еще уточнить. Вы говорите миграционная служба и министерство, да? Министерство внешних отношений. По дедлайну, по времени, как вот это, как долго эти документы получать именно людям, которые вновь сюда приехавшие? Вот сколько этот процесс по дедлайну? Дедлайн, то есть по времени, сколько он занимает по времени? Ну, занимает 2 месяца. Это максимум, это прям Да, это срок, средний срок, 2 месяца. Ну что, ребят, теперь я вам хочу показать так называемую службу налогового администрирования, где можно получить РФЦ, чтобы получить разрешение на работу после него. Вот само здание службы налогового администрирования, оно является децентрализованным административным органом Министерства финансов и государственного кредита. Это высший налоговый орган, ответственный за сбор налогов в Мексике. Находится это здание недалеко от адреса метро Харрес, а также, если быть точнее, то Кале де ла Реформа 10. Кале – это по-мексикански улица. Само здание под названием САД, оно управляет федеральным реестром налогоплательщиков, в котором каждое юридическое лицо или физическое лицо старше 18 лет обязано зарегистрироваться, чтобы внести справедливый вклад в государственный бюджет. Аналогичным образом он генерирует и предоставляет информацию, необходимую для планирования, оценки и реализации государственной политики по вопросам налогообложения. И, кстати, да, надо еще иметь в виду, то, что оно в выходные не работает. Сейчас двери здесь закрыты. То есть работает только по будням с 9 до 5 или с 8 до 4 вечера. Имейте это в виду. Так, сейчас пришел на Национальный институт миграции. К сожалению, он сегодня закрыт, как сегодня суббота. И тут огорожены везде решетки в виде забора. Сам институт представляет собой законцентрированный технический орган Федеральной государственной администрации, зависимый от Министерства внутренних дел, который применяет действующее миграционное законодательство. В основном его пользовательскую аудиторию составляют те люди, которые приехали сюда из других стран, хотят остаться в Мексике, в качестве иностранцев, чтобы здесь работать. Либо если мексиканцы, кто владеет бизнесами, планируют нанять сюда людей, людей хотят нанять для работы по найму, тоже требуется это, соответственно, этот орган. Также важный аспект, кто желает установить семейные связи иностранцам, то есть, например, если сюда приехал русский и желает установить семейные узы с мексиканкой, то это здание тоже необходимо для регистрации. Находится это здание миграции в районе Паланка, адрес полный, где оно находится, прикреплю здесь внизу к видео. Работает каждый день по будням с 9 до 3. Выходные в субботу и воскресенье не работает. Давайте перейдем к следующему вопросу. Расскажите, сколько потребуется потратить денежных средств на пакеты документов, на те, которые вы озвучили, для трудоустройства, а также сколько по времени занимает весь этот процесс. Про время вы озвучили 2 месяца, а вот что касается финансовой части, сколько потребуется потратить денежных средств на пакеты этих документов? Потому что у меня есть знакомый один, его зовут Евгений Инников, он приехал в Мехико 8 лет назад, он рассказывал, что это стоит 80 тысяч песо, что надо ехать в другую страну, как что-то подтверждать, потом сюда обратно возвращаться. Правда это или нет? И сколько это на самом деле стоит? Нет, я не согласен с этим. Документы, имея в виду стоимость визы, гораздо меньше. Примерно. Примерно 4000 до 5000 песос. На секундочку, это в районе 25 тысяч рублей, то есть 250-300 долларов. А мне звучит ценник в 4000.
даже в 5 на нынешний курс. 5000. Тысяч долларов, 80 тысяч песо. Сколько? 5000 долларов, 80 тысяч песо. Ограбление, наверное, ограбление по-европейски, наверное. Как из фильма. Ну, наверное, да. 5000 песо, смотрите, это в общем вообще на все. Что касается только визы или вот что вы говорили... Виза и разрешение На работу. приехать в Мексику. Мгм. Потому что разрешение приехать в Мексику задает вот Министерство внутренних дел. То есть Институт миграции, Национальный институт миграции задает этот разрешение. Антонио Так Санчес. называется этот документ. А за этот документ надо платить где-то 2000 песо. Мгм. Затем идет стоимость виза. Но виза это уже второй документ, самый важнейший, За который нее 3000 зависит, песо. который выпускает от Министерства внешних отношений. Мгм. Мгм. То есть, в общем, получается, за визу 3000 и 2000, соответственно, за За разрешение, да. Мгм. 5000 песо. Следующий вопрос перейдем. Какие самые часто распространенные работы подходят на первое время для девушек или парней? Ну, этот вопрос немножко звучит некорректно. Давайте я вам расформулирую его, сформулирую правильно. То, что люди же все разные все равно. Вот есть же какие-то наверняка универсальные работы, которые касаются большинства людей на первое время, так скажем, по-русски перебиться. Чтобы приехать на первое время, куда-то устроиться, там, не знаю, тем же там официантом, вот мы с вами обсуждали, а если испанский, допустим, знаешь уже хотя бы на нормальном уровне, или еще куда-то. Вот расскажите, какие есть примеры из вашего личного опыта, куда можно устроиться русским парням, девушкам, именно отдельно русским парням и отдельно девушкам, какие-то, может, услуги там и так далее. Давай разделить работу на профессиональная работа и непрофессиональная работа. То есть простая работа, которую можно делать кто-нибудь. Это легко найти в Мексику и зарабатывать в течение 2 недели или месяц. Но если мы хотим, и если мы говорим уже о профессиональной работе, как работа врача, например. Если человек это врач, тогда нуждается документ, который доказывает, что он занимается врачом. Потому что заниматься врачом тут в Мексике без документов это нелегально. Это может быть опасно даже для человека, который делает это нелегально, потому что может попасть в тюрьму. Антонио Сантес, Да. и тогда вставлю такой вопрос дополнительный. Смотрите, вы говорите нелегально. А хорошо, допустим, человек врач, он имеет медицинское образование так же, как и девушка. Приехали сюда. Первое время, чтобы им, допустим, они приехали с меньшим количеством денег, с наименьшим. Именно первое время надо как-то перебиться. То есть куда-то устроиться просто, чтобы поддержать финансовый достаток, чтобы здесь с голода, так скажем, не умереть и снимать жилье на эти деньги, чтобы пока существовать, пока они документы оформляют, процесс этот двухмесячный идет. Расскажите, куда можно им устроиться на первое время. Ну, любые банальные работы на ваше усмотрение, на вашем примере. Допустим, что эта девушка хочет работать в ресторане, как официантка. Это легко найти такую работу. А еще какие варианты? Есть другие работы, на коммерческих отделениях, на коммерческих предприятиях. Торговля – это служба, это легко делается. Торговля – это служба, потому что нужно относиться к людям и продавать что-то. Служить, продавание какой-нибудь товар. Без знания испанского, повторю, невозможно устроиться. Это нелегко. Со знанием Конечно, это английский не нелегко. потянет, да? Но, да. Если работа в торговле зависит от отношений с людьми, это, конечно, без языка обойтись невозможно. Но есть место, где не нужно говорить с людьми. Там, пожалуйста, можно работать, конечно. Но я советую перед тем, как думать о приехать в Мексику, чтобы работать, изучать испанский язык, мексиканский язык. Это будет важный, на самом деле, Да. аспект. Важный аспект. Антоний, а что касается сферы услуг, например, вот не в обиду вашему народу, культуре американскому, слышал то, что хромает качество услуг, или точнее не то, что даже неформально, неправильно сказал, некорректно, не хромает, а у вас другие, например, девушки с другими волосами, у них услуги другие здесь. То есть нашим русским девушкам, например, я слышал часто, не нравится, там, как маникюр делают, или педикюр, или волосы, например, с волосами.
А если, например, рассмотреть вариант, что девушки приедут, для девушек вариант сейчас рассматриваем, то, что они приезжают, например, занимаются ногтями, педикюром, маникюром на дому. Это есть возможность, чтобы найти работу на эту сферу. Дело в том, что Мексика – это туристическая страна. У нас много пляжей, много маленьких городов, чтобы посетить. Есть, представьте себе, более 400 тысяч археологических мест. Поэтому Мексика отражает туристов. Поэтому с удовольствием, если кто-то хочет заниматься парикмахерским, это будет очень легко и можно делать много денег на такую работу. А что касается парней, вот расскажите, вот девушек понятно, а про парней? Вот я только знаю, у меня в голову лезет барбершоп, если парикмахером работать, барбером русским. Ну, именно что касается мужских стрижек, а еще какие есть варианты у парней, если работа на дому, как у девушек, какие-то варианты? Есть возможность, есть возможность. Татуировки делать, наверное, да, например? Да, есть. Потому что, конечно, в Мексике есть разные люди. Есть люди, которые работают крестьянами, есть люди, которые работают рабочими, есть люди, которые работают уже в торговле или работают тоже в строительстве, как рабочие или как инженеров. Поэтому есть тоже разные доходы. Люди, которые имеют большие доходы, они требуют хорошие услуги. Квалификация. Ага. И работать барбером в Мексике платят хорошо, между прочим. Да, на секундочку, ребята, по поводу барбершопа. Кто не смотрел мой ролик предыдущий по поводу дорогая vs дешевая стрижка в парикмахерской, как мы с друзьями ходили в парикмахерскую гетто, в мексиканское гетто, так скажем, как меня обкарнали очень сильно, советую всем посмотреть. Расскажите, обманут ли русских, устраиваясь на работу в Мехико, и на каких чаще всего? Вообще, как присутствует мошенническая схема именно для туристов, даже не обязательно для русских, в принципе, для туристов, кто приезжает, на первое время устраивается на работу, возможно, на нелегальную, каким образом могут обманывать людей? Да, интересный вопрос. Нужно быть осторожным. Почему? Потому что несколько лет назад жили в диком капитализме. Дикий капитализм – это дикий капитализм. То есть убивали людей. У нас были такие, до сих пор есть несколько, большие мафии, которые занимались наркоманией. Вы про картели говорите? Да, о картелях. Пабло Эскобар. Всем известно. Да, из-за этого у нас трудно в Мексике иногда, потому что есть плохие люди, нужно это сказать. Есть люди, которые любят деньги, обманывают и ограбляют людей. Расскажите, Антонио Санис, каким образом примерно обманывают людей? Разные варианты. Разные варианты. Например, они могут обещать, человек приходит, работает и нет оплаты. Другой вариант. Человек приходит, работает и только платят половину заработную плату. За месяц или как понедельно платят? За месяц или за неделю. Или... Половину, да, платят? Да, это, я имею в виду, это варианты обмана. Это если рассматриваете работу нелегальную именно, да? Да. Угу. Поэтому нужно будет быть осторожным. Я советую разговаривать с друзьями перед тем, как устроиться на работу. Тут есть русские люди, которые могут посоветовать приезжающих русских граждан, чтобы легче было устроиться на работу. А вот смотрите, ребят, на секундочку. Есть такой интересный паблик в телеграм-канале, значит, мексиканский чат по работе. Я обязательно ставлю ссылочку в описании. Перейдите в описание по ссылке и посмотрите, что это за мексиканский чат. Если вдруг у кого нет знакомых в Мексике, русских, не русских, неважно, вы можете перейти по ссылке в описании этого телеграм-канала и посмотреть на русском комьюнити. Там есть более 500 или 600 человек в этой группе в Телеграм. И там вы можете найти работу, даже подходящую под нелегальную. То есть и работа там именно от русских людей. То есть вам будет проще коммуницировать здесь и адаптироваться к этой среде, к новой. Давайте с вами перейдем к следующему вопросу. Подскажите, сколько по статистике в среднем является заработная плата на начальном этапе? Ну, мы берем цифру с потолка, то есть примерно какие-то абстрактные цифры. Сколько в среднем, не берем МРОТ, так скажем, как вот в России называется, минимальный размер оплаты труда. В Мексике, я так понимаю, такое же понятие существует примерно. Просто берем в среднем, сколько вот может заработать человек там
именно на нелегальной работе, опять же, приехавшие, если сюда устраиваются, просто тем же официантом или, например, барбером, примерно цифру в среднем, сколько может зарабатывать человек за месяц нелегально. Да. Именно сумма в песо желательно, чтобы указано. Статистики дают данные заработной платы по месяц. То есть месячная заработная плата у барберов может быть 15 тысяч до 25 тысяч песос. От 15 до 25 тысяч. Да. На доллары это где-то около от 1000 до 1500 долларов получается. Да. По нынешнему. А минимальная заработная плата это примерно 6 тысяч песос. А как экономию в Мексике укрепляется, заработная плата, минимальная заработная плата вырастет 20% в следующий месяц. То есть следующий год в январе у нас будет новая минимальная заработная плата. Тогда будет примерно 7500 в месяц. За месяц. Антоний Санис, поправочка. Это получается каждый год на 20% прибавляется к минимальному размеру оплаты труда? То есть 20% каждый год? Начиная с 2018 года, 2017. Да, каждый год минимальная заработная плата укреплилась. Понял. Примерно 20% каждый год. В общем, резюмируем, получается, средняя заработная плата любого человека, который может приехать и работать, к примеру, барбера, это примерно от 15 до 25 тысяч песо, то есть от 1000 до 1500 долларов. И минимальный размер оплаты труда, начиная от 6 тысяч песо, и плюс 20%, начиная с начала года, с января, прибавляется к этой сумме, примерно 7200 выходит. Да. По статистикам, средняя заработная плата для рабочих это может быть от 7 до 19 тысяч песос. А для инженеров средняя заработная плата превышает 35 тысяч песос за месяц. Больше 2000 долларов. И иногда есть некоторые инженеры, такие врачи и так далее, которые зарабатывают хорошо, зарабатывают 40 тысяч, 50 тысяч песо. Это кто, например, за инженеры? месяц. Инженеры, да? Да, инженеры и врачи тоже. А стоматологи, например, сколько здесь зарабатывают? Если уже квалифицированные, которые уже официально устроены с документами. Он хорошо зарабатывает. Но больше примерно 45 тысяч песо. Да. Тоже хорошая зарплата, да. На секундочку, это больше, чем в России. Раза в 2 примерно. Так, ладно, перейдем к следующему вопросу. Где лучше искать работу? На каких источниках? То есть подразумевается, вот приехал человек, например, вот я уже подсказал по поводу нашего телеграм-канала, мексиканского чата, где можно поискать русское комьюнити, найти работу. А какие есть официальные сайты для поиска работы? Например, в России это, вы, может, слышали даже, раз жили в Москве, HeadHunter, есть сайт, Авито есть сайт, да, для поиска работы. А в Мексике я только слышал сайт Indeed называется. Расскажите, что это за сайт? Наверняка знаете. Популярный сайт для поиска работы. И какие еще бывают другие источники для поиска? Источники, которые вы назвали, Владимир, это хорошие источники. Владислав. Да. Владислав, источники, которые вы назвали, это замечательные источники. Но я советую войти в интернет прямо в сайт предприятия, который будет подать работу. Например, есть государственное предприятие, которое называется Pemex, добывает нефть. Pemex? Да. Если человек войдет в сайт Pemex, и есть линк, чтобы задать вопросу на работу. Это лучше, потому что там есть места, которые могут занимать даже русские люди. То есть, смотрите, Антоний Санич, иными словами, например, мы заходим в интернет, дальше что должен человек сделать? Вбить какое-то предприятие? Да, выбирать какое-нибудь предприятие, мексиканское предприятие, например, Telmex. Я сказал Pemex, теперь, но если мы имеем другой вариант, есть Telmex, который занимается коммуникацией, это тоже большое предприятие, и тоже там найти какое-нибудь место, чтобы работать. Есть другие большие предприятия Мексики, частные и государственные. Частные предприятия, например, Cemex. Cemex выпускает материалы для строительства, а тоже имеет сайт в интернете
И тоже можно найти там место работы. То есть прямо на самом источнике заходишь на Да. сайт, и там есть телефон, соответственно, ты Да, можешь да, созвониться. да. А какой имеется график на вообще вакансиях на работах в Мехико? Вот в России мы знаем, что есть график 2-2, либо 5-2. То есть 2-2 это по 12 часов, либо 5-2 по 8 часов, 5 дней в неделю. Какая норма часов в Мехико в среднем, если брать основной график? И сколько это по дням? То есть такой же график, как в России, похожий, или он какой-то другой? Похоже. В основном 8 часов в день, но есть работы, которые они требуют много, больше 8 часов. Сейчас пишется законодательство о уменьшении рабочих часов в неделе. Уменьшается от 48 часов до 40. До 40. До 40. Ну, слушай, как в России плюс-минус, на самом деле, такой же похожий график. Мгм. А что касается вот вахтового метода, например, есть же здесь какие-то тоже варианты вахтового метода? Как вот в России, например, есть график разный вахтовый, там 30 через 30, то есть 30 дней работаешь, 30 дней отдыхаешь, либо там 60 через 30, 60 дней работаешь, 30 отдыхаешь. Здесь есть в Мехико тоже такие вахтовые методы, так скажем, где-то? Есть. Есть, особенно если человек работает в сфере безопасности. Например, полицейские, например, частные безопасные люди. Они работают 24 часа, отдыхают 24 часов. Иногда больше. Они работают 36 часов, отдыхают 36 часов. Мгм. Так, бывает. И бывает тоже. Работают 2 недели, отдыхают Подряд. 2 недели. Да, тоже есть такие работы. Мы, кстати, не рассказывали именно, кем Антонио Сантос работает, прям полноценная его, так скажем, рабочая должность. Вы работаете политическим деятелем в компании TDMX. Так быть, да. Мгм. Ага. Ну вот у вас лично какой график, например? Вы как работаете? Я так понимаю, Я работаю с 10 часов до 4 часа вечером каждый с день. 10 до 4, 6 Да, часов. да. 6 часов, 5 дней в неделю. Иногда у меня выходной понедельник, иногда у меня выходной воскресенье. Плавающие выходные Да, называются. да. Сегодня есть выходной день. Но в среднем у вас график все равно 5 дней в неделю получается. Да, так По 6 получается. часов, кстати. Обычно вот у вас как бы скачено немножко. Обычно по 8 вы говорите, это у вас по 6. Да, у меня по 6. Сложная работа, не говори. Да, Даже представить не могу. потому что как это. организовать людей, организовать комитеты, говорить с людьми, это нелегко. Понимаем. Мгм. В целом мы с вами разобрали все вопросы, которые касающиеся вообще, как устроиться на работу мигранту или туристу, или человеку, который сюда вновь просто приехал обживаться. Расскажите, давайте заключение, расскажите вообще ваши пожелания зрителям, которые будут смотреть потом этот ролик, что мы добавили лично для себя. Дайте какое-нибудь личное напутствие зрителям нашего канала, то есть вообще в плане работы, чтобы люди знали заранее, что не обжигались, так скажем, приезжай сюда, вот, ну, как бы так пошаговую инструкцию, может, какую-то дать людям, чтобы они знали, как правильно действовать, что надо от А до Я, что еще раз надо собрать, какое электронное разрешение, как его получить и так далее. Ну, вот просто какой-то, и от себя лишь какое-то, может, напутствие дать. Я советую, до начиная путешествовать, нужно контактировать хотя бы одно или второе предприятие, чтобы иметь контакт, чтобы узнать заранее, где буду я работать в Мексике, с кем я буду работать. Это уменьшает опасности ограбления, дает возможность выпускания документов, например, этот документ от Министерства внутренних дел, разрешение работать в Мексике, Мгм. это во-первых. Во-вторых, легче будет, пребывая в Мексике, уже узнать социальное страхование. Потому что, когда работаешь, ты получаешь право в Мексике. У нас есть социальное страхование. Если ты работаешь уже для одного предприятия, то ты получаешь социальное страхование, и это уже плюс, потому что не только получаешь медицинскую помощь, но тоже получаешь страхование для то время, когда ты уже будешь не работать на этом предприятии. Поэтому очень важно, начиная заранее. То бишь, вы говорите предприятие, парочку предприятий поискать, уже находясь в России, только еще не приехав сюда, уже заранее поискать У нас есть дистанционно. интернет, конечно. Интернет Мгм. помогает делать это. Мгм. Понял. И тоже есть телефон, международный телефон, тоже можно пользоваться. Мгм. Друзья, тоже есть друзья. Есть друзья, которые были в Мексике, ехали обратно в Россию и знают, какие предприятия они работали. Ребята, нужно развивать
торговлю между Мексикой и Россией. Так быть? Конечно. Поэтому Международные отношения нужны. да. Особенно в такое непростое время, как сейчас. Вот. Нужно иметь отношения между русскими людьми, мексиканскими людьми, тем же между мексиканскими предприятиями и русскими предприятиями. Чтобы был коннект. Все правильно. Да. Так, Антонио, все вопросы мы с вами касательно трудоустройства и как устроиться вообще туристам или мигрантам обсудили. Теперь давайте заключение. Блиц. Блиц – это короткие вопросы или ответы. Так или шурма? Вот расскажите, вы были в Москве. Я наверняка думаю, что вы знаете, что такое шурма. Это такое блюдо в гуаше. Расскажите, что бы вы больше предпочли, так или шурму? Шурма – это вкусное блюдо, русское блюдо. Но мне кажется, нужно уточнить разницы между двумя блюдами. Потому что шурма делается от муки, а тако делается от кукурузы. Ну, представляй себе, это кукуруза делается такая мука, затем делается с мясом и добавляется лук. Я очень люблю лук, поэтому тако с удовольствием, пожалуйста, каждый день. Ваша родная. Да, а шурма, по-моему, это пшеница. Мука пшеничная мука. Ну, в шурму входит И- курица, вот, овощи. Да, там шурма, ингредиенты разные. Если в Москве, я с удовольствием ем шурму. Ловим на слове. Мгм. Как приедете в Москву, в следующий Да. раз обязательно за шурмой. Да. 4 сезона года или вечно лето? Ну, в России, как правило, принято 4 сезона года иметь. В Мгм. Мексике все равно нет, в Мексике нет, как правило, снега. Вот что вы предпочли больше? Постоянно переменчивое настроение погодное или постоянно вечное лето? Ну, для вас, я понимаю, что это... Владислав, верно, в Мехико нет снега, но это не значит, что холода нет. Сейчас, наверняка, вы заметили, что мы сейчас имеем 10-12 градусов. Это не мороз, но это все-таки нельзя ходить без шубы на улице. То Так есть ведь? для мексиканцев это холодно Ну, считается. для нас Я это вот в рубашке холодно. хожу, мне хорошо. Ну, да. Но отличается тем, что у нас весна – это жаркое время. Иногда жарче, чем лето. И последний блиц. Замок Чапультепек или Красная площадь? Я понимаю, что как бы разные Да, немножко. Красная площадь, знаете, Красная площадь имеет цветы большие. Ну, давай, этот Васильский собор имеет много цветов, но вот замок Чапультепек – это наша история. Там жили президенты разные эпохи, там жил заместитель короля, там были такие битвы за независимость Мексики. Помню, как вы мне рассказывали Поэтому, из нового интервью. Ну вот. Поэтому это так Несравнимый вопрос для вас. историческое место. Для вас, да, Замок Чапультепек. понял. Антонио, огромное вам спасибо за интервью, что выделили мне большое количество времени, рассказали нашим зрителям, как устроиться на работу, какие нужны документы, сколько это примерно все стоит по времени, сколько это все занимает. Огромное вам спасибо. Я содружу между Мексикой и Вы Россией. хороший, дружественный мексиканец. Мгм. Вот, побольше таких, я желаю нашим зрителям, которые приедут, побольше таких людей встречать добрых. Мгм. Спасибо вам большое за интервью. Хорошо, очень хорошее время с вами, Владислав. Что, ребят, я надеюсь, ролик получился информативным, доступным, понятным. Вы узнали про работу в Мехико, как устроиться здесь всем иммигрантам или туристам на работу, какая средняя заработная плата по всей Мехико, ну, в целом по Мехико-Сити, так назовем. Какие документы нужны для трудоустройства, что такое RFC Corp. Также вся дальнейшая информация будет в моем телеграм-канале. Вы можете на него подписаться. Там будет информация, касающаяся того, как мы поехали после интервью с Антонио в одно место очень интересное. Так что подписывайтесь. Также не забывайте поддержать мой канал, проставить жирный лайк, написать комментарий и нажать на кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Of Course